Mi Dash Cam. Вот такой вот у нас видеорегистратор от Xiaomi на канале Технозон. Поехали. Привет, ребят! Вот такой вот Xiaomi Mi Dash Cam пришел нам в последней партии Китая. Поучаствовал он даже в распаковке, правда мы его там не вскрывали. Вскроем мы его прямо сейчас. Это, скажем так, не самая новая модель, но у нас ее очень часто спрашивают, поэтому мы ее заказали. Почему? Потому что видеорегистратор — это то, что нравится мужчинам, это то, что обеспечивает вашу безопасность, это то, что позволит в крайнем случае избежать каких-то больших неприятностей и проблем. Во-первых, Mi Dash Cam упакован в белую коробку с вот таким вот с вот такой вот формой, и что у нас внутри, мы сейчас посмотрим. Сзади у нас есть большой, достаточно, по-моему, 3-дюймовый экран. Надо будет потом посмотреть в характеристиках. Он сделан из металла, он металлический. Спереди у нас есть с вами линза камеры, вот такая вот. Она не крутится, сверху есть кнопка, вы знаете, как микрофотоаппарат. Точнее, не сверху, а снизу, скорее всего. Он разряжен. Ну, это все понятно, что он разряжен. Это мы будем с вами включать в машине, проверять. Он, знаете, первое впечатление, он производит хорошее по качеству исполнения. Что есть у нас еще в комплекте, сейчас мы с вами посмотрим. Инструкция нас не очень волнует. Есть у нас с вами автомобильная зарядка, вернее, автомобильный блок питания. Вскрыли. Это кабель, micro-USB, и есть у нас вот такой вот блок питания в прикуривателе. Честно вам скажу, вот это вот жлобство. Почему? Потому что я люблю, когда есть два, допустим, гнезда USB. Если вы заряжаете еще в машине свой смартфон, то это очень сильно облегчает вам задачу. А здесь у нас появляется выбор: либо заряжать USB, через USB свой смартфон, либо обезопасить себя при движении. Тут как бы вот не зачет в этом плане. Теперь у нас есть, по-моему, присоска, да, крепится он через присоску. Есть у нас крепежная пленка, есть запасная. Это если вы демонтировали его откуда-то и потом закрепили. Если хотите закрепить в другой машине еще раз. Крепится достаточно интересно, хотя, знаете, да, достаточно хорошо. Хотя вот он как расхлябанный. Затянем сильно, попробуем уже в машине. Попробуем уже потом в машине, как это все будет на закрепленном, на стекле будет закреплена эта штука. И есть вот такая вот фигня, я так понимаю, что скорее всего для демонтажа этой штукенции. Больше у нас ничего в комплекте нет. Вообще, я вам скажу по секрету, сейчас мы с вами перейдем на AliExpress, я вам скажу по секрету, есть варианты поставки с картами памяти. На Алиэкспрессе он стоит у нас без карты памяти при доставке из Китая $56. Что они нам обещают за $56? Смотрим на характеристики. Голосовое управление, но только поддержка английские команды. Фотографируйте, записывайте видео. Я так понимаю, что прошивки пока нет. На FOPDA я его не нашел. Если вы знаете на FOPDA ссылочку, то дайте, пожалуйста, в комментариях. Это я к своим подписчикам обращаюсь. Датчик изображения у нас Sony IMX307, диафрагма 1.8 и здесь разрешение 1920 на 1080 Full HD. Угол обзора 140 градусов и плюс есть ночное видение. Встроенный G-датчик для автоматической аварийной записи, подключение к мобильному приложению, бесплатный Wi-Fi. Бесплатный Wi-Fi, это, конечно, круто. Ну да ладно. Набор микросхем у нас M-Star, экран 3-дюймовый, как я говорил, 3 дюйма 640 на 360. Пишет он Full HD ISO от 100 до 3200. Короче, больше ничего интересного у нас здесь нет. Есть куча рекламных картинок о том, какой этот видеорегистратор крутой. Продается он еще и в комплекте с картами на 32 гигабайта, обойдется в $63, и 64 гигабайта обойдется $67. Кстати, с картой на 64 гигабайта это достаточно неплохое предложение. Ссылка на этот самый Xiaomi Dash Cam будет лежать в описании под видео. Также там лежит у нас ссылка на условия очередного розыгрыша, который проводится у нас на канале. И плюс под видео есть кнопка подписаться, колокольчик, если вы не хотите пропустить все наши дальнейшие интереснейшие обзоры и информационные видео.
Ну а сейчас мы пойдем в машину, мы его подключим, мы его приклеим и мы с вами протестируем, проведем тест-драйв, а потом в описании под видео выложим ссылку с оригинальным видео с этой камеры. Для того, чтобы вы могли оценить качество, оригинальное качество записи этой камеры, чтобы мы с вами понимали, подходит нам эта камера или нет. А оценивать мы это будем по следующему критерию. Мы с вами обязательно должны увидеть номера автомобилей, мы нырнем в маленький тоннель и оценим переход от света к темноте и от темноте к свету. И, в принципе, общая детализация и общее впечатление от этой самой камеры. Ну что ж, берем этот самый Xiaomi Dashcam, идем в мою машину и поехали. Ну что, будем подключать. Во-первых, мы его должны с вами замонтировать на окно. Я вам скажу, немножечко меня напрягает вот эта вот хлипковатость его. Сколько бы я ни затягивал этот винт, он все равно у нас хлипковат. Хотя я думаю, что на ходовых характеристиках ничего не будет с ним. По крайней мере, я думаю, что он будет держаться вполне прилично. У нас есть меню первичной настройки. Нам необходим русский. И нажимаем, здесь у нас есть кнопка питания, коснитесь, чтобы включить питание, нажмите, удержите, чтобы выключить питание. Кнопка функция назначения каждой из кнопок указана над ней. И указывается здесь дата, время, что мы с вами сейчас выставим. Экран сенсорный, достаточно хорошо нажимается. Вот мы с вами выставили время и нажимаем. Поздравляем, вы ознакомились с руководством для начинающих. Вставьте карту памяти, чтобы начать запись. Вставляем карту памяти, которая у нас заранее приготовлена. Мы вставили карту памяти, включаем заново наше устройство. И мы видим, что у нас уже пошла запись. Вот примерно вот так вот мы это все видим. Смотрите, у нас есть 4 кнопочки. Вот он. 4 кнопочки. Первая, это у нас он включает или останавливает запись звука. Второе, это запись происшествия. То есть он, грубо говоря, записывает происшествие по кнопке и сохраняет это в отдельную папку именно происшествий. Это то, что происходит. Если вы помните мой обзор на 70 мая Dashcam, там это именно ложится в папку происшествий. Но там нет этого экрана, такого как здесь. Вот мы видим. Также у нас есть с вами галерея, где мы это все можем просмотреть. И есть у нас настройки. Точка доступа Wi-Fi. Мы ее сейчас обязательно включим. Да, включить точку доступа. Так, пароль у нас 821. У нас есть название точки доступа и пароль. Нажимаем «Включить точку доступа». Это то, как мы будем подключаться с вами с помощью приложения. Идет включение точки доступа Wi-Fi. И она у нас активна на текущий момент. Также вы можете звук при включении питания включить, звук при отключении, время отключения экрана 1 минута. Качество у нас есть конченый. Чувствительность к столкновению низкое. Давайте качество обычное, качество законченный, язык. Громкость, динамика, состояние карты памяти и форматировать карту памяти. Есть также и системное время наблюдения за припаркованным авто. Классная функция. Низкая чувствительность поставим. Это если кто-то у вас зацепит машину, он будет включаться и писать то, что будет происходить. И восстановить заводские настройки, а также есть сведения. Больше у нас в регистраторе ничего нет. То есть минимум функций, максимально все это дело упрощено. Давайте теперь переходить на наш смартфон. Кстати, а знаете, для чего нужна, вот у нас он уже включился, сейчас рассмотрим. Знаете, для чего нужна вот эта вот лопатка? Это лопатка для укладки кабеля под уплотнитель. Очень редкое явление для видеорегистраторов. По поводу программного обеспечения я изначально думал, что нам поможет подключиться Mi Dashcam приложение. Но дело в том, что это обновленная модификация, это Mi Dashcam 1S версия 2. И как бы вы ни добавляли в это приложение эту самую камеру, вы его не добавите, к сожалению. То есть мы сейчас даже если с вами включим Wi-Fi, вы это увидите. Здесь мы с вами включаем точку доступа Wi-Fi. Как мы раньше уже рассматривали. Вот есть у нас пароль. И нажимаем «Включить точку доступа». У нас здесь появилась Mi Dashcam, у нас уже введен пароль, он сразу подключается без доступа к интернету. Если мы вернемся назад, то приложение Mi Dashcam выдаст, что такого, вот, пожалуйста, не соединено с Dashcam, потому что это не та версия, это обновленная версия, это стоит помнить всем. Но это можно дело подключить с помощью Mi Home. В разделе «Устройства поблизости» есть Mi Dashcam 1S. И вот мы, если его включим, он у нас уже подключен. Давайте подключимся к устройству.
то мы здесь с вами можем делать фотосъемку, просматривать галерею и смотреть, что у нас там есть. Давайте зайдем и посмотрим, что у нас там есть. Обычные видео 75 штук, он их нарезал. Он делает круговую нарезку по 2 минуты. То есть он снимает по 2 минуты. Вот такое вот видео у нас, у меня не переворачивается сейчас. Вот такое вот видео у нас достаточно красочное. Ну, само собой, качество вы оцените уже потом. Вы можете прямо здесь скачать это все дело. То есть у нас происходит скачивание прямо из телефона. То есть если вам нужно получить доступ к видео, закачать его на смартфон, вы его скачиваете прямо из Mi Home. Это удобно. Также у нас здесь есть видео происшествия. Это та кнопочка, которую мы с вами нажимали. И видео происшествия сохранено здесь отдельно. Кстати, и звук тоже пишет. Слышите? Все, мы его удалим. Что ж, ребят, отключаемся. Наша камера уже пишет. И поехали, покатаемся. А потом мы с вами выложим. Пока мы покатаемся, мы с вами посмотрим и немножечко пообщаемся про этот самый регистратор. А потом мы с вами выложим оригиналы этих самых видео, для того, чтобы вы оценили, нужна она вам или нет. И сделаем уже выводы. Поехали. Меня вот сильно интересует, насколько вот эта штука, она будет устойчивая. Смотрим на номера автомобилей, это обязательно. Но, вы знаете, я дело в том, что к видеорегистраторам Xiaomi питаю особые чувства. У меня первый мой видеорегистратор был 70 Mai, достаточно хороший видеорегистратор, я им пропользовался, потом подарил своему товарищу, кстати, ему привет, Дима, тебе привет, ты поймешь, кто это я, вернее, какой Дмитрий поймет. Мне он понравился соотношением цены и качества, то есть за какие-то там 50-60 долларов я получаю достаточно качественный регистратор. Но мои опасения были не оправданы, то есть он достаточно крепко сидит, он не колышется на ямах. У него с этой стороны есть индикатор, показывающий того, что он работает. И вот сейчас мы с вами приближаемся к автомобилю с номерами. Сможем ли мы потом рассмотреть номера, мы с вами обязательно посмотрим. Машин, к сожалению, на дорогах мало. Сейчас условия жесткого карантина у нас. У нас как бы есть такое дело на текущий момент. Газ закончился, представляете, как всегда. Наша главная задача понять, насколько он детализованно пишет. Сейчас мы с вами как раз подъедем к небольшому тоннелю, где мы сможем оценить переход от света к тени и от тени к свету. Обычно очень дешевые регистраторы теряются на данном моменте, и в край потом некачественное получается изображение. Мы как раз и увидим ночное видение этой камеры, как у нас будет видно номера. Так, переходим, у нас вот тоннельчик есть небольшой, как раз у нас впереди машина, перешли из света в тень, и сейчас из света, вернее, из тени в свет перешли и посмотрели, что у нас по разрешению этой самой съемки, скажем так, этого регистратора. В принципе, из того резюме, которое я хотел бы вам сказать, что меня прельстила цена, меня прельстила, я это качество уже видел, мне достаточно за эту цену качество видео, то есть в случае аварийных ситуаций я могу увидеть конкретно, кто нагадил. Мне нравится то, что есть вот этот вот парковочный режим, когда камера следит за тем, что происходит на парковке. У нее есть аккумулятор, и плюс мне понравилось само по себе вот этот вот момент монтажной пленки. Это важный момент, который я ценю вот именно в Xiaomi камерах. Обычно вот у меня висит сейчас гейзер, да, он крепится на простую пленку, у него не было монтажной пленки, он крепится на тремовский скотч двухсторонний, у него не было монтажной пленки, то есть я его сейчас убираю, а здесь мне просто легче, мне отодрал я пленку, у меня есть запасная пленка, я могу вот эту вот пленку термо, я могу потом перенести на другой автомобиль без каких-либо проблем. У меня не будет никакой гадости на стекле, которую мне нужно отдирать. Чего мне не хватило? Мне не хватило полноценного приложения, то есть то приложение, которое есть в Play Market, оно не коннектится с обновленной версией 1S, вот версия V2. Я думаю, что с обновлением этого приложения они это поправят. Мне не хватает голосовых команд, то есть то, что там есть что-то на английском, но это не для наших людей. Прошивки с FOPDA, на FOPDA по 1S темы на текущий момент нет, и прошивки как таковой я бы не рискнул 1С перепрошивать в дэшкам простой. Это тоже может быть чревато и иметь какие-то свои последствия. Ну, а в целом
мое резюме таково, что если вас устраивает цена и качество видео, ссылка на которое лежит в описании под видео, как-то масло масляное опять получилось, то вы можете спокойно его брать. Это достаточно качественный продукт с хорошими материалами. Но, а если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз. Хотя не надо ставить мне пальцы вниз. Обязательно подписываемся. С вами был Bubble и Xiaomi Dashcam 1S на канале Технозон. Пока, ребят.